Итак, капха-доша, значит, базовая природа капхи. В аюрведе говорится, что эта доша как бы состоит из двух элементов. Первая – это вода, и вторая – это земля. То есть это два качества, которые показывают, с одной стороны, крепость и тяжесть этой доши, с другой стороны, ее структуру или основание. Потому что вода – это тяжелая, это жидкости, которые находятся в нашем теле. Вы знаете, что у нас больше 80% нашего тела – это жидкости. И земля – это как раз крепость суставов, крепость тканей и крепость, не знаю, сосудов, кожи и так далее, всего, что проявляет в себе именно капха-доша. И капха-доша, с другой стороны, это также скрепление, то есть вот все наши ткани, там, костная ткань, допустим, наша кожа, она состоит из молекул. И вот то, что скрепляет их между собой, это тоже капха. Соответственно, когда у вас появляется много слизи в организме, надо понимать, что это уже не капха, это ама, токсины. А все, что связано с капхой, это как раз то, что нас смазывает, помогает нам быть стабильным, скрепляет все наши части и помогает нашему заземлению. Чем больше у человека такой правильной, хорошей капхи, тем более он заземлен. Заземлен – это не значит, что он лежит в депрессии, ему плохо, и он как бы заземлен совсем, да, или пьет там много пивасика, и у него такой вот пивной живот. Это вообще не про это. Заземлен – это когда человек спокоен, уравновешен, то есть он находится в состоянии саттва-гуны, он может принимать очень адекватные решения, и он спокойно реагирует на все раздражители. Итак, капха обозначает связывать между собой, строить, потому что когда ребенок рождается, вот он до 15 лет, вы понимаете, что его организм растет, строится. Это вот качество капхи. А в пожилом возрасте, после 50 лет, ну это еще не пожилой возраст, после 50, там 55, капхи становится меньше, поэтому эта стройка, она прекращается, и часто организм разрушается, потому что это период вата-доши. И капха также, ее качество – это удерживать и питать. Поэтому она все удерживает, и если у человека слишком много капхи, он, к примеру, будьте здоровы, не занимается, то капха, она помогает как бы задерживать жидкость в организме. Как только человек начинает заниматься, происходит движение, циркуляция, жидкость выходит. Капха отвечает за структуру тела, за все жидкости, за иммунитет, за любовь и за устойчивость. Любовь имеется в виду, когда человек капха, люди капхи, они быстро привязываются. И они любят стабильность. То есть все, что капха, это вот как бы мое пространство. И у каждого из нас, неважно, вы там вата или пита, может быть, это качество капхи. Вот когда вы понимаете, что там, вы не просто там все теряете, вот свое, вы за своим следите, там ухаживаете, кстати, очень важно. И когда у вас есть, допустим, близкий человек, вы помогаете, вы поддерживаете стабильность. Это вот капха. Как только вы начинаете, да, зачем он такой мне нужен и так далее, вот все, капхи уже нету, она уменьшилась у вас. Это значит, вы уменьшили капху в одном, и в других пространствах капха тоже уменьшается. Поэтому капха – это именно такая стабильность. Но если капха повышается у человека, то из любви превращается в тяжесть. Знаете, есть люди, которые любят, они вот должны близко подойти, чтобы вам что-то сказать. Ну, то есть бывает так, что там, вы стоите, и не знаю, полметра, метр, а бывает человеку надо близко, то есть ему надо надавить, показать, что он капха, он, так сказать, обволакивает. В Чарак-самхите говорится, что капха дает стабильность, тяжесть, маслянистость, силу, устойчивость, крепость и медлительность. То есть стабильность как раз все, что заземляет, тяжесть, с одной стороны, это крепость суставов, тяжесть тела, то есть, ну, видели женщин таких, бывает, из деревней приезжают, большие, крупные, у них большая кость, большая грудь, вообще все большое, вот это тяжесть, да, такое заземление. Аштанга Хрида, это тоже один из древних текстов, говорит, что капха – это тяжелая, холодная всегда,
И действительно, если дотронуться до капхи, кожа часто бывает холодная, маслянистая, медленная, плотная, мягкая и стабильная. Это два текста, которые, в принципе, описывают ту же самую капху, практически это одинаково. Теперь давайте разберем каждое качество капхи. Итак, что значит тяжелое? В санскрите есть слово, обозначающее тяжелое. Это гуру, да, гуру, который учитель, который дает знания, и часто они бывают тяжелые. Так вот, человек капхи, с одной стороны, он может быть тяжелым физически, а может быть эмоционально тяжелый. Вы говорите с ним, и вы понимаете, что вы погружаетесь в какую-то сначала просто тяжесть, а потом грусть. И это бывает именно так. Поэтому физиологически тяжесть проявляется в массе тела, в основе, в плотности, плотность кости в том числе. А с современной медициной можно объяснить, что это тяжесть, это ожирение, это замедленный метаболизм. Это, конечно же, когда капха выходит из баланса. Хотя люди капха, они легче всего переносят голодание. То есть, если вы видите какого-то пранаеда, есть вероятность, что это у человека больше капхи, чем у всех остальных. И очень часто у людей капхи, когда сбивается метаболизм, пища и микроэлементы перевариваются медленно, поэтому люди замедлены. Они могут один раз в день поесть, и все хорошо. Поэтому, когда вы заражаетесь от кого-то там голоданием, подумайте, а какая у вас конституция вообще, потому что, может быть, у вас капхи-то вообще нету, и голодать не надо. Следующее качество – это холодное. Холодное, с одной стороны, это замедленные реакции, нету такой раздраженности быстро, или нету нетерпимости, нету испуга, как у капхи. Они спокойные, холодные и очень консервативные. То есть капха – это люди консервативные, которые придерживаются четко каких-то своих правил, и пока вы им не объясните их языком важно, что это должно быть по-другому, ничего не произойдет. У людей капхи, так как я часто диагностирую по пульсу, у них более медленный пульс. И очень часто, когда капха выходит из баланса, это изменение щитовидки, такой гипофункция щитовидки, потому что щитовидка, она связана с жидкостями в организме, с циркуляцией жидкостями, и, соответственно, изменения могут происходить. Следующее качество – это маслянистое. А всегда, когда у человека, вот если взять как раз вот ту конституцию, про которую я говорил, какая-то такая взбитая женщина или мужчина с крепкими костями, очень много таких людей до сих пор живет в деревнях, у них всегда смазка суставов хорошая, потому что капха – это и есть смазка, слизь, которой необходимо какое-то небольшое количество. То есть, как вы понимаете, с возрастом бывает так, что у людей с суставами проблемы, им приходится колоть жидкость суставной. Кстати, сразу, когда у человека мало смазки, нужно делать самомассаж регулярный, и эта смазка появляется. С точки зрения современной медицины, вот эту вот маслянистость можно перевести как жирность кожи, и действительно у людей капхи более жирная кожа. А бывает так, что у человека смешанная кожа, и у вас в одном месте она действительно как бы жирная, в другом месте она сухая. Это такой дисбаланс. Его тоже можно наладить с помощью правильных очистительных процедур. Потому что обычно у человека, такой более-менее здоровый, один вид кожи на всем теле. И она не сухая, конечно же. Следующее качество – это медленное. То есть капха, она всегда медленная. Медленный метаболизм, человек медленно воспринимает все. Это не значит, что он как-то какой-то притупленный или туповатый. Нет, это именно та замедленность, которая помогает все адекватно и правильно решить. То есть это не значит, что вы тугодумы, вам что-то спросили, и вы думаете такой полчаса. Нет, это вообще про то, что вы отвечаете, это знаете, как когда вы на какой-то эмоции, там, допустим, близкому человеку или кому-то хотите сказать какой-то и так далее, а сделайте 10 вдохов и выдохов. И когда вы их сделаете, вы поймете, что сейчас такую резкость не нужно принимать, не имеет смысла. Только если у вас не очень большое эго. То есть, если вы в адеквате находитесь, вы поймете, что можно сказать помягче. То есть, когда вы сделали 10 вдохов и выдохов, у вас как раз сбалансировалась, то есть вата, ее меньше стало, появилась капха.
она дает более стабильность. И тогда, если вы так делаете, то вы можете все сохранять. Помните, капха – это про тоже стабильность, сохранение, не разрушение. Вата, она все разрушает, а капха, она стабильна. Соответственно, таким образом можно вот эту медленную часть в себе вырабатывать. Если вы понимаете, что вы на все реагируете очень эмоционально, то перед тем, как что-либо сказать, делайте несколько вдохов. Будет помогать. Итак, медленное будет проявляться не только в медленном переваривании, кстати, переваривание вот как раз не только на физическом плане, то есть еды, а еще и эмоций, то есть медленно и так далее. И также вот эта медленность проявляется в неторопливости. То есть человек, в принципе, капха, он особо никуда не спешит. Это не значит, что если вы опаздываете постоянно на 15-20 минут, это неторопливость. Нет. Неторопливость – это когда вы действительно осознанно там не бежите, вы идете просто спокойно. Вам так нравится, вы от этого кайфуете. Кстати, люди капхи, они больше как бы кайфуют от жизни, от моментов, чем люди ваты. Потому что люди ваты, они все время о завтрашнем дне думают. Они сегодня вообще пропускают. Вот, а завтра о другом завтрашнем дне, и так постоянно. И также медленность обозначает вялость. То есть для человека капхи очень важно заниматься. Кстати, человек капхи может переносить самые, пожалуй, тяжелые нагрузки, потому что в теле достаточно смазки, достаточно стабильности. И если человек капхи, он не двигается, то вялость, она проявляется. Следующее важное качество – это густая. Значит, капха, она может усиливать плотность крови, плотность лимфы, и также густая обозначает насыщенность, то есть все насыщенное, наполненное, нету какого-либо недостатка. К примеру, когда вы не доедаете, у вас может возникать недостаток, а когда вы правильно питаетесь, то у вас происходит такое наполнение всех систем, правильная насыщенность, и все хорошо внутри и стабильно. Следующее качество – это гладкое. Гладкость обозначает, что когда у вас хорошо с капхой, все упругое, ну, то есть, допустим, ткани упругие, они не трескаются, знаете, часто бывает, там пятки трескаются, да, то есть вот трещины – это вата, сухость, а упругость и мягкость, маслянистость – это капха. Соответственно, гладкость, она также проявляется в эластичности кожи. Эластичность кожи с годами, видите, почему появляется больше морщин, кожа становится более сухой. И если вы понимаете, что капха – это именно эластичность, маслянистость, то вы начинаете на каком-то этапе не просто кремами пользоваться, чтобы пропитать сухую кожу, а вы начинаете пользоваться маслами, потому что, ну, к примеру, в аюрведе в маслах варят травы. И когда вы наносите эти масла на тело, там, на корни волос, для того, чтобы смягчить, то получается, что когда это масло впитываются также травы. И вы получаете пользу через лимфосистему. Да? То есть многие говорят о лимфосистеме, о том, что надо что-то там с ней делать, там лимфодренажный массаж. Но если вы делаете массаж с травами, ну, к примеру, там масло ашваганды или масло маханараяны, или просто даже чистое кокосовое масло, и после этого вы прогреваете этот участок тела, там, прогреваете лицо или прогреваете все тело с помощью физических упражнений или просто там принятие горячей ванны или же парной, то поры открываются, масло с травами попадает внутрь и получается прямо попадание в лимфосистему. Тем самым лимфосистема, она разносит это по телу, и как раз вот эта маслянистая часть усваивается лимфой, а в ней есть травы. И вы получаете такой как бы бонус для кожи, для лимфы и так далее. И последнее качество капхи – это стабильное. То есть капха всегда устойчивая, поэтому чем больше вы делаете стабильные или повторяющиеся действия, ну, допустим, если вы человек ваты, тем более стабильности у вас возникает внутри. И капха – это, то есть стабильность также постоянство. То есть люди капхи, вот если они вас полюбили, это прямо вот самое долгое отношение, потому что люди капхи, они привязываются, они любят стабильность, им не хочется ничего разрушать. Зачем? Вот, если все хорошо. Но, к сожалению, если капха повышается, то у человека становится вялость и ленность. Это, к примеру, там, про отношения. Вот, как-то так.